Приветствую тебя на своем канале. Все мы знаем, что у многих планет есть свои спутники. Теорий их происхождения существует великое множество, как и теорий, объясняющих их влияние на планету. Но как бы ни складывались обстоятельства, они продолжают вращаться вокруг своих планет. На декабрь 2017 года в Солнечной системе насчитывается 180 спутников, с учетом уволенного Плутона. А вот некоторые спутники даже превосходят размер планет. Например, Титан и Ганимед по размерам больше планеты Меркурий. Но существуют даже спутники, которые меньше 2 миль. Дактиль – самый маленький спутник в Солнечной системе. Он уникален тем, что обращается не вокруг планеты, а вокруг астероида Ида. Его ширина всего лишь в 1 милю. На картинке изображен астероид Ида, а Дактиль – это всего лишь маленькая точка справа. Раньше астрономы полагали, что астероиды слишком малы, чтобы иметь спутники. Однако теперь мы можем сказать, что такое вполне возможно. А самым большим спутником является Ганимед, который вращается вокруг Юпитера. Но не только размер его делает уникальным. В его наличии имеется даже собственное магнитное поле. Космический аппарат Галилео сделал 6 близких пролетов возле Ганимеда и обнаружил, что у Ганимеда есть довольно мощное магнитное поле и даже своя магнитосфера, которая не зависит от магнитного поля Юпитера. Взаимодействие между магнитосферой Ганимеда и плазмой Юпитера напоминает во многих отношениях взаимодействие между солнечным ветром и земной магнитосферой. А вот единственный спутник, который обладает атмосферой, это Титан. Его атмосфера в разы плотнее, чем земная, так что из космоса в видимом спектре его поверхность невозможно будет наблюдать. Первые фото озер, рек и гор на Титане были получены после успешной на него посадки космического зонда Гюйгенс. Атмосфера Титана основана на азоте, как на Земле, но содержит другие газы, включая метан. Если плотность метана достаточно велика, то на Титане может пойти метановый дождь. Существование больших ярких пятен на поверхности спутника наводит на мысль, что на поверхности могут находиться жидкие моря, которые наверняка состоят из метана. Может, пройдет много времени, но Титан – это одно из самых подходящих мест для поиска жизни. Но совершенно точно не существует жизни на самом уродливом спутнике. Это Миранда, спутник Урана. Глядя на этот объект, складывается ощущение, что при создании этого спутника у Вселенной росли руки не оттуда, откуда надо. Но зато у Миранды самый разнообразный пейзаж, по мнению ученых. Крутые горные хребты, долины и каньоны – все это хоть как-то украшает Миранду. Некоторые каньоны в 12 раз глубже Большого каньона. Но относительно недалеко от нас наблюдается очень интересное явление. Спутник Марса Фобос садится и восходит дважды в сутки. Пока Марс оборачивается вокруг своей оси, спутник успевает дважды облететь планету. Фобос восходит на западе Марса и садится на востоке, буквально каждые 11 часов. Почему именно так происходит, читай подробную статью в нашей группе ВКонтакте и обязательно на нее подпишись, ведь там мы публикуем каждый час интересные посты о космосе. Ссылка будет в описании. Единственный известный спутник, вращающийся в противоположную планете сторону, это Тритон. Тритон – самый большой спутник Нептуна и является вулканически активным. Но если другие вулканы выбрасывают лаву, вулканы на Тритоне извергают воду и аммиак, которые замерзают потом на поверхности. Но на него очень сильно воздействует материнская планета. Так что рано или поздно Тритон будет разрушен гравитационным воздействием Нептуна, после чего, вероятнее всего, он образует кольца вокруг планеты. Но спутник Юпитера Европу подобная участь не ждет. На Европе предполагается наличие океана из жидкой воды под толщей льда, которая покрывает всю поверхность спутника. Эта вода существует только лишь из-за приливного нагревания Юпитера. По примерным подсчетам, воды на Европе в несколько раз больше, чем на Земле. Кроме того, Европа из всех небесных тел нашей системы обладает самой ровной поверхностью. Все потому, что весь спутник опять же является одним сплошным океаном воды под большим слоем льда. Но как же не обойтись без Сатурна?
есть один очень интересный феномен. Спутники Янус и Эпиметей некогда, вероятно, были одним целым. Они вращаются по одной и той же орбите, и каждые 4 года, когда кажется вот-вот столкнутся, они попросту меняются местами. Радиусы орбит этих двух спутников отличаются всего-навсего на 50 километров, и эта дистанция меньше радиусов самих Лун. Если тебе интересна эта тематика, напиши обязательно в комментариях, и я сниму на эту тему отдельное видео. Но спутник Юпитера Каллиста просто скромный парень, в отличие от других небесных тел такого же размера. Каллиста не имеет геологической активности, которая могла бы защитить его поверхность. Поэтому этот спутник и является самым побитым. Кратеров на нем так много, что они стали накладываться один на одного, образуя целые кольца внутри других кратеров. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.